Друзья, это новая, уже 5-я серия моего путешествия к Илону Маску, и посвящена она Нью-Йорку. В этом городе я пробыл 3 дня. И расскажу вам самое интересное. Например, почему, чтобы въехать в Нью-Йорк на машине, нужно заплатить $15. Или почему в штаб-квартире ООН висит белорусский гобелен площадью 40 квадратных метров. Или почему по Нью-Йорку удобнее передвигаться на велосипеде. А также, где находится студия Кейси Нейстата. Короче, подробности далее. Я приехал в Америку передать подарок Илону Маску. Получится у меня это или нет, это нам и предстоит выяснить. Сразу после прилета я прокатился в соседний штат Нью-Джерси и встретил, вы не поверите. Енот? Ух ты. Ну ты притормози. Что он делает? Тормози. Я поближе. Енот сидит. Полез. Вообще в Штатах вы встретите очень много животных. Это и белки, бурундуки, барсуки, зайцы, лисы, даже медведи. Но особенно часто встречаются олени. Олени вообще это бич автомобилистов. Они часто перебегают дорогу и попадают под машины. Я сам видел, как группа оленей просто на огромной скорости перебегала дорогу, и это просто случается в 1 секунду, невозможно среагировать никак. Нью-Йорк и соседний штат Нью-Джерси разделяет река Гудзон, через которую проложено много мостов и туннелей, и один из таких мостов – Вашингтон-Бридж. Из Нью-Йорка по этому мосту вы выйдете бесплатно. Если вам надо вернуться, то придется заплатить за въезд в город $15. Кстати, американцы очень любят свой флаг и вешают его везде. А еще флаги бывают очень больших размеров. Увидеть американский флаг вы можете даже на мусоровозе и на пожарной машине. Нью-Йорк, пожалуй, один из самых посещаемых туристами городов. И это неспроста. Голливуд создал идеальную картинку этого города. И все знают, что Нью-Йорк – это небоскребы, Централ Парк, белые воротнички, Таймс-сквер. И знаете, попадая в этот город, вы словно оказываетесь в фильме. Ощущения ровно такие. Сразу оговорюсь, что под Нью-Йорком я подразумеваю Манхэттен, то есть территорию от Вашингтон-Бридж до Беттери-парка. На самом деле город состоит из 5 довольно крупных частей, при этом является частью огромного штата Нью-Йорк, но он при этом не является столицей этого штата. Централ Парк. Эти камни, они везде, по всему парку разбросаны. И они во многих фильмах, кстати, мелькают. «Один дома». Я познакомился с ребятами из Узбекистана. Они занимаются прокатом велосипедов и турами на Pedicab. Они прокатили нас по Централ Парку. На левой стороне у нас есть стейдж для концерта. Да. Каждую пятницу делают там концерты. Тут добро пожаловать. Нет, Good Morning, Америка. Как вы там? Доброе утро, Америка. Вот там делают. Помните, один фильм есть, Стюарт Литтл, называется, то есть на английском «Маленький Стюарт». Про мышонка. Мишонка, да. Мышонок, маленький Стюарт. Там они сняли этот эпизод, который они играют с корабликами, помните? А, точно, кораблики. Вы можете ориентовать, они все с пультом управления. В этом месте снималось большое количество фильмов, включая «Один дома». Здесь очень красиво. И почти в самом конце тура мы подъехали к дому Джона Леннона, на пороге которого он был убит своим фанатом. Он хотел прославиться на этом.
И я прошелся до мемориала памяти Джону Леннону. Imagine. А это дом, в котором он жил, и на пороге которого его застрелил его фанат. И чуть дальше был музей естественной истории. Это тот самый музей, в котором снимался фильм «Ночь в музее». Он на самом деле огромный, тут несколько этажей, экспозиция с животными, динозаврами, историей Америки, индейцы, и все тут есть. Классный музей, всем рекомендую. Он ровно напротив Централ парка находится. Вот. А на следующий день мы поехали на экскурсию в Генеральную ассамблею ООН. Постараюсь рассказать сжато наиболее интересные моменты. Сразу у входа в здание нас встречает подарок от Италии «Сфера в сфере». Красивая штука. А также памятник миру от Люксембурга, завязанный в узел пистолет. Вот так выглядит один из залов заседаний. Особенно сильно меня впечатлила экспозиция, посвященная разоружению, а также предметы, которые сохранились после взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Прежде всего, девушка с агнцем. Из-за взрыва она упала лицом вниз, и задняя часть статуи запеклась и стала напоминать стекло. А лицо и сам агнец при этом прекрасно сохранились. На самом деле очень страшно и жутко, что до сих пор в некоторых частях света идут войны, взрываются бомбы, ракеты и гибнут люди. Мне такой мир не нравится. Также в здании Ассамблеи ООН висит гобелен, а если правильно говорить шпалера, художника Александра Кищенко. Называется она «Чернобыль». Это подарок от Белоруссии ООН. Размер этого гобелена составляет 40 квадратных метров. Как передвигаться по Нью-Йорку? Многие, конечно, возьмут такси, но это очень дорогой вид транспорта. К тому же, как и в любом большом городе, в Нью-Йорке есть пробки. Поэтому мы идем в метро и покупаем билет за $2 75 центов. Это около 175 рублей. Кто там причитал насчет цен в московском метро? Метро в Нью-Йорке очень любопытное по устройству, особенно потому, что его строило сразу несколько частных компаний. Поэтому многие линии идут параллельно и дублируют друг друга. Еще один отличный способ передвигаться по Нью-Йорку – это аренда велосипедов City Bike. Стоят они $3 за полчаса. Я сам прокатился на таком велосипеде. Поехали. А впереди целых две почтовых машины. USPS, United States Postal Service. Что забавно, у американской почты свои собственные, в общем-то, уникальные машины, которых нету больше ни у кого. А еще по Нью-Йорку ходят почтальоны с тележками и развозят почту вручную. Но я так подозреваю, потому что иначе-то здесь и не получится с этим трафиком. Оп, смотрите, сколько заказов с Амазона понаехало. USPS. Символ USPS — орел. Как, собственно, и многого. Символ Америки вообще орел. Но не двуглавый, как у нас. А если вы приехали в Нью-Йорк на машине и вам нужно ее припарковать, то вам придется выложить от $30 за час парковки.
Кстати, в Нью-Йорке распространены парковки-лифты. Это когда машины заезжают на лифт, она поднимается на 4-й уровень, потом следующая 3-й, следующая 2-й, и внизу встает последняя 4-я машина. Чтобы достать верхнюю, всем остальным придется выехать. Вот примерно такие. А еще в последний день я решил посмотреть на студию известного ютубера Кейси Нейстата, которому, кстати, мы дарили часы. Мы в конце этого видео прикрепим ролик про это. Ну и вот вам еще несколько кадров из Нью-Йорка для атмосферности. Очень красивое здание, смотрите. Такая, чем-то напоминает Дженгу. Скажите, хотели бы в таком жить? Вот нью-йоркская уличная культура. Росписи зацените. А там трехглазая женщина. Вначале я говорил, как добраться из Нью-Йорка в Нью-Джерси на машине, но также тут есть паром. Его цена составляет $11, что примерно 700 рублей. Друзья, если вам нужно добраться из Нью-Йорка, вот он Нью-Йорк, до Нью-Джерси, как мне сейчас, то самый лучший способ это Нью-Йорк Waterway. Это паромы, которые плывут через Гудзон на ту сторону, в другой штат Нью-Джерси. У меня завтра оттуда с утра пораньше самолет до Лас-Вегаса. И часы, конечно же, поедут со мной. Красиво тут, правда? Что скажете? Яхта плывет, а там вдалеке, посмотрите, Вашингтон-Бридж, по которому мы ехали. Вообще Нью-Джерси довольно большой штат, его еще называют Garden State, потому что здесь много сельского хозяйства, фруктовых деревьев. Нью-Джерси знаменит своими яблоками. Про Нью-Йорк еще можно рассказывать очень-очень много. Я показал лишь небольшую толику этого огромного города. Кстати, напишите в комментариях, как вам Нью-Йорк. А дальше мы двигаемся в Лас-Вегас. В общем, до встречи через неделю или около того.